Друзья, привет! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Делюсь идеей просто потрясающего ужина, который я готовлю очень часто. И смело могу сказать, что в моей семье он нравится всем. Так что, если вы не знаете, что приготовить вкусненькое из небольшого количества фарша, то вам ко мне. Присоединяйтесь. В миску наливаю 100 мл воды, добавляю одно яйцо, пол чайной ложки соли и столовую ложку растительного масла. Все это перемешиваю венчиком, просто взбалтываю. Затем просеиваю сюда сразу все количество муки и замешиваю тесто. Может уйти немножко меньше или больше. Смотрите по консистенции теста. Тесто должно быть мягким. Поэтому, скорее всего, что, может быть, сразу всю муку и не высыпайте, потому что она у всех разная. Замешиваем мягкое тесто. Оно не прилипает к рукам, и я его оставляю отдохнуть на время приготовления начинки. В миске у меня фарш свинина с говядиной. Я нарезаю мелко одну луковицу средних размеров. Добавляю к фаршу. Также нарезаю мелкими кубиками заранее очищенный и помытый картофель. 4 штуки. Тоже отправляю в миску. И теперь сюда соль по вкусу, черный молотый перец и те приправы, которые нравятся вам. Я добавляю приправу к фаршу, сладкую паприку, можно чеснок, в общем, все, что вам нравится. Тут, собственно говоря, и перечислять не стоит. Все это нужно хорошо перемешать, и удобнее это сделать прямо рукой, так, чтобы все специи распределились и картофель равномерно распределился по фаршу. Отставляем в сторонку, начинка готова, и теперь приготовим соус. Мелко нарезаю снова луковицу, можно даже 2, то есть по вкусу, и обжариваю на растительном масле. Если вы любите лук, то добавляйте больше. Одну крупную морковь тоже нарезаю небольшими кубиками. Когда лук подзолотился, отправляю туда морковь, перемешиваю и буду жарить на небольшом огне до мягкости моркови. Затем солю и перчу по вкусу. Наливаю воду, даю закипеть и отставляю в сторону. Летом очень вкусно добавлять в этот соус сладкий перец, помидоры. В общем, все по сезону. Тесто у меня отдохнуло. Я припыляю стол мукой и раскатываю его в тонкий большой пласт. Толщина теста приблизительно 5 мм должна быть. И затем при помощи вот такого вот приспособления, это форма для салатов, я вырезаю круги. Диаметр должен быть не меньше 10 сантиметров, можно даже чуть больше. Лишнее тесто убираю, из него я обычно делаю лапшу детям. Вот. Или потом можно еще раскатать и сделать кружки такие же. И теперь я беру фарш, формирую вот такие вот колобочки, шарики, величина больше, чем грецкий орех, и выкладываю в середину каждого кружка из теста. И затем защипываю по кругу, делаю вот такие своеобразные корзинки. До конца, сверху я имею в виду, защипывать не нужно. Должна быть корзинка из теста, заполненная вкусным фаршем. Делается это очень просто, быстро, друзья. Так только кажется, может быть, на первый взгляд. Но на самом деле это действительно просто. Защипывайте как хотите. Главное, чтобы получилась корзинка. Вот так вот симпатично получается. Такие корзинки с фаршем. Если вдруг у вас не получается защипывать по кругу, то очень просто делать вот таким еще способом. Брать с противоположной стороны и защипывать. И вообще получаются такие замечательные солнышки с фаршем внутри. Все они у меня уже сформированы. Теперь я их выкладываю сверху на соус. Огонь уменьшаю до минимального. И уже буду тушить, варить наши замечательные корзинки. Довольно плотненько, получилось у меня их много, они не слипаются. Накрываю крышкой и на небольшом огне варю приблизительно 40 минут. Посмотрите, друзья,
какая красота получается. Очень вкусно. За время варки практически вся жидкость испаряется. Морковь получается с луком такие прямо тушеные, томленые, очень вкусные. Фарш внутри проваривается хорошо. Картофель тоже готовый, очень сочно. Ну, друзья, я думаю, что вы мне поверите на слово, что это действительно вкусно. А чтобы не верить на слово, то лучше приготовьте. Я уверена, что это блюдо понравится всем. Я очень надеюсь, что вам рецепты мои нравятся. Если так, не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем мира и добра!